Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Баран и его семья приходят в дом Дилана с подарками, и Дилан встречает их у дверей. Атмосфера немного напряженная, но Джихан и Азади Ханем пытаются утешить Барана. В это время приходит Дилан, и Баран не может оторвать глаз от Дилана. Дилан говорит: «Добро пожаловать, заходи», но ни у кого нет движения. Баран подходит к Дилану и дарит цветы и шоколад. Пока все медленно входят, Кудрет-бей и отец Дилана остаются позади. После того, как они заходят внутрь, Баран говорит Дилану, что ты стала очень красивой. Дилан также благодарит его и говорит, что цветы, которые подарил Баран, это цветы, которые он выбрал больше всего. Все сидят за столом, в это время Егмур говорит Дилану, что ты очень красивая. Гюль и Зюмруд начинают сервировать стол. Затем Джихан случайно проливает айран на Зюмруд. Зюмруд ругает Джихана, говоря ему быть осторожным. Джихан говорит, что сделал это непреднамеренно. Дилан злится на Зюмруд, а Баран на Джихан. Дилан и Беран говорят, что если наши братья и сестры влюбились друг в друга, ничего страшного. Дама Азади встает, спрашивает разрешения и начинает произносить речь. Азади Ханем говорит в своем выступлении, что теперь они родственники, и между ними не произойдет ничего плохого. Отец Дилана тоже разговаривает и говорит, что между нами не должно быть ничего плохого. Баран протягивает руку Дилану, и Дилан держит руку Барана. Пока все довольны, Хасан-бей разговаривает сам с собой перед особняком. Хасан думает, что ему больше не место в этой семье, и что его брат займет место вместе с сыном. В это время господин Хасан звонит Гэже Азаде, но когда Хасан-бей все узнает, он говорит: «Не звони мне», думая, что госпожа Азади не захочет и ее, и не отвечает мне. Когда госпожа Азади Хасан не берет трубку, она звонит Ферату и говорит, что господин Хасан не брал трубку, и спрашивает, есть ли новости. Ферат говорит, что не знает, и звонит сам, но они не могут дозвониться до Хасана. Ханифе приглашает всех пройти внутрь на церемонию. Кудрет-бей останавливает Сейд-бея и говорит, что им есть о чем поговорить. В то время Дилан кажется менее чем взволнованной, когда она кладет цветы на стол внутри. Пока Дилан пытается сохранять спокойствие на кухне, приходит Зюмруд и зовет их двоих с Гулем. Баран не может ждать, встает и слушает девушек от двери. Зюмруд говорит, что возьмет кофе на специальном подносе для Барана, но Дилан отказывается, потому что мне будет стыдно. Баран стучит в дверь, и Зюмруд и Гуль находят предлог и уходят. Дилан прячет поднос подушкой, но Баран спрашивает, что она прячет. Дилан должен показать это и объяснить, почему. Баран говорит, что если ты не положишь мне соль в горшок, я буду пить из того же стакана, что и все остальные. Дилан соглашается и идет готовить кофе. Тем временем люди в зале переговариваются между собой. Кудрет-бей и Сейд-бей рассказывают о том, что было в прошлом. Сейд-бей говорит, что он очень смущен и извиняется, но Кудрет-бей говорит, что он все знает, и Хасан его заставляет. Кудрет говорит, что знает, кто убил его жену, но говорит, что не скажет, что сегодня лучший день для его сына, и говорит Сииту, что хочет, чтобы то, что он сказал, осталось между ними. Дилан говорит, что сыпать соль в кофе нелепо, но Чеврия убеждает его сознательно сказать, не убьет ли он вашего мужа. Даже если вы подсыпаете яд Барану Дилану, я его выпью, но он все равно посылает вам сообщение, чтобы не преувеличивать. Чеврия и Зюмруд добавляют в кофе разные ингредиенты, а Дилан читает сообщение и отвечает: «Не волнуйтесь, я даже не добавил ни капли». Баран ответил, что я знаю сообщение Дилана, ты не можешь причинить мне боль. Тем временем Чеврия говорит: «Давай, Дилан, выпей кофе, пока он не остыл». Женщина Азади спрашивает Ферата, где остался Хасан, и Ферат говорит, что там должны быть пробки. Дилан приносит кофе, и Баран говорит Дилану: «Разве все не так, как мы говорили?»
Дилан говорит именно так, и Баран делает глоток кофе. Баран говорит, что я думаю, что вы положили дрова вместо соли, и Дилан понимает, что это положили Зюмруд и Чеврии. Затем дама Азади начинает произносить речь и рассказывает об ошибках, которые они совершили, и говорит, что хорошо, что наши дети не пошли по нашему пути и нашли истину. В конце своей речи Азади Ханем хочет, чтобы Дилан присоединился к Барану. Сейд Бей также благодарит Азади за его выступление, и, добавив что-то от себя, я передал это Дилану, говорит он. Все очень счастливы, и Эмеральд идет и приносит кольца. Они надевают кольца на Дилана и Барана и желают им удачи. Дилан и Баран начинают целовать обычные руки. Когда Баран подходит к Сейд Бею, он колеблется, и Сейд Бей принимает его с пониманием и пропускает. В этот момент входит Хасан Бей и говорит Азади Ханем, где ты был? Хасан неохотно всех поздравляет. Джихан хочет сфотографироваться, но они снова спорят с Зюмруд, но это заканчивается мило. После прибытия Хасан Бея атмосфера была напряженной. Когда Ферат злится и уходит, Баран говорит, что случилось. Ферат говорит, что моя работа сделана, желает удачи и уходит. В это время приходит Дилан и спрашивает, а Баран объясняет. Пока Баран и Дилан разговаривают, Баран целует Дилана в щеку. Баран говорит, что мы никогда не были наедине с Диланом, а потом они обнимаются. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.